Ребята, всем большущий привет! Привет! Мы рады видеть вас на канале Карева «Жизнь на Кипре». Сегодня мы прогуляемся по замечательному городу Лапта, по очень старинному и красивому, который находится в нескольких километров от Гирны. Это наш соседний городок. Вы прогуляетесь с нами, посмотрите улочки, дома, вообще что там есть. В общем, путешествуйте с нами. Начинаем. Поехали. Мы прогуливаемся по городу Алсанджаку. Это уже конец города. И вот тут много разных красивых зданий, очень старых. То есть можно посмотреть, это двери, те же самые балкончики красивые. Вообще Кипр — это остров, пропитанный насквозь историей. То есть вы можете идти, и у вас под ногами может лежать какая-нибудь историческая, культурная ценность. Вот мы сейчас подходим к старому району Алсанджака. Тут очень много живет именно местных жителей. И вот тут есть у них традиция постоянно собираться на посиделки. Смогут спокойненько сесть по вечерам. Собираются, обсуждают новости, читают газеты. Вообще агломерация города Гирна включает в себя несколько городов. Сначала идет Карана-Аглу, потом идет Алсанджак, и после Алсанджак плавно перетекает в Лапту. То есть вы идете, гуляете по улице, вы можете даже не заметить, где начинается один город и где заканчивается другой. Интересные особенности, не знаю, Алсанджака, Гирны. Тут находятся остановки. И на остановках любой человек может принести книгу, оставить в таком специальном ящике. Люди приходят, кому надо, берут, читают и потом приносят обратно. Либо могут посидеть, пока ждут транспорт, посидеть на остановке, почитать. Очень красивый вид. Лапта находится прямо под горой. Это я поговорю про новую Лапту. А старый город, вот вы можете увидеть чуть спереди, находится уже на самой горе наверху. Оттуда открываются вообще замечательные виды. Мы туда приезжали. Там находится старая заброшенная церковь, очень красивая. Обязательно с вами в одном из следующих видео съездим в старый город. В Лапте очень много старых зданий. Уже неизвестно, с какого года они стоят и, в принципе, давно требуют реновации. Тут же рядышком можно увидеть здание из нового комплекса. То есть все в Лапте, это как очень старый город, вся история очень тесно переплетена между собой. Кто хотел увидеть, как растут бананы, смотрите, какая классная пальма. Вот они, маленькие кипрские бананчики.
Очень много зданий, сделанных из камня. Вот посмотрите, какие во многих зданиях красивые двери. Можно смотреть и просто наслаждаться. Еще тут очень любят старые винтажные машины. Посмотрите, какой красавчик стоит. Ребят, напишите в комментариях, что это за модель. Я такой даже не видел. Это американская, да, наверное, машина? Вообще супер. Вот самый центр города Лапца. Можете видеть очень старые здания, которые сделаны из камня. Тоже здания, видно, давно не реставрировались. Видите, деревянные створки, кладка из камня такая. То есть по кладке можно судить, когда были построены вот эти здания. Да, диванчики можно посидеть. Вот это Северный Кипр без купюр. Тут живут многие местные жители. О, тоже старое разрушенное здание. Вот уже внутри растут деревья. Очень красиво выложено. Заборы. Вон тоже очень старое здание. Да, можете увидеть мозаика на доме. Все дома почти из камня сделаны. Смотрите, какие двери. Ну, этот дом, я думаю, поновее. Вот этот дом в 4 веке, который из камня. Нет, на надписи обычно кто жил. Почти на всех домах можно видеть вот этот глаз, насколько я понимаю. Это примета, что если висит глаз, то он защищает от сглаза. Сейчас мы находимся на одной из верхних точек Лапты. И вот если мы будем смотреть вниз, в сторону моря, можем увидеть вот эту новую часть города Лапты. Очень много дорогих вилл, многие из которых скупили англичане. А Юле главное что-нибудь поесть. По-моему, она ест все, что можно употребить в пищу. И кактусы, и оливки. Гранаты, инжир люблю. И вообще я купила квартиру на Кипре из-за еды, наверное. Ребята, вы знаете, что кактусы можно есть? Это они очень полезные, очень. Против всех болезней. Я почитала. Видно, очень старинная постройка.
Ну да, это одна, наверное, из немногих церквей, которая сохранилась, которая не переделана в мечети. Ребят, сейчас будем спускаться уже в сторону моря. Там внизу находятся довольно-таки дорогие виллы, которые ближе к морю. Потому что Лапта — это, в принципе, английский город. Очень много англичан сюда приезжало, изначально покупало эти виллы. Хотя сейчас их стало меньше, но все равно считается, что вот эта часть Северного Кипра, именно Лапта, Каршияка, в основном Лапта, тут очень много недвижимости покупали англичане. Ну, Юля нашла опять что-то съедобное. И надо такую купить палку-хваталку, которая яблоки срывает, чтобы могла спокойно добывать себе пропитание. Можно будет на рынок не ходить. Ну, такая неплохая вилла. А вот интересное применение кабачков. А Юля продолжает добывать сегодняшний обед. Они портятся, они на деревьях уже портятся. Сейчас мы спускаемся по дороге с Верхней Лапты к морю. Тут уже везде коттеджная застройка. Очень много англичан, которые покупали тут жилье. Поэтому Лапта считается английским районом по сравнению с Улсан-Уджаком. Улсан-Уджак — это более русский. Ну, проходим дальше. Тут большие кафешки, маркеты находятся на главной дороге. Опять же, небольшой ресторанчик возле моря. Какой дизайн. Вот такое крайне своеобразное кафе по дизайну. Когда мы сюда летом приезжали, Юля правильно сказала, все, что вижу, я все сюда принес. То есть чего тут только нету. Какие-то, Было дома. да, глаза висят, лампы. Даже от глаза. Да. Дизайн «Вырви глаз» называется. В Лапте есть очень красивый мост. На этом мосту люди бегают, гуляют. Он протяженности 4 километра, а то и 5. В одну сторону минут 40-час можно гулять и любоваться прекрасными видами на море,
на горы. Это очень живописное место. Этот мост был построен за деньги Евросоюза, а также англичан. Так как в Лапте очень много вилл скупило англичан, и очень много живет англичан, и раньше жило, то они очень любят гулять вот по мосту. Такой вот променад у них. Любоваться природой. Рыбаки ловят рыбу. Мы очень любим приходить на этот мост, погулять, подышать, побегать, потанцевать.